Создание картин на пленэре– это когда между тобой и миром нет границ. Ты один на один с меняющимся светом, который не ждет. Эта скорость заставляет отбросить все лишнее и писать только суть. В четырех стенах студии невозможно воссоздать ту честную энергию, которую дает живопись под открытым небом. Мое творческое путешествие началось на севере, в маленькой деревне в России. Затем были 2 года солнечных тропических пленэров. И вот я снова лечу к новым берегам. Мой кругосветный пленэр продолжается. Я направился к Средиземному морю, в Турцию. По дороге к побережью то тут, то там, в тени оливковых рощ, громоздятся древние саркофаги ликийцев. Я уже чувствую запах моря, и вот блеск воды и крики чаек встречают меня на залитой солнцем набережной. И кажется, что в мареве у горизонта вот-вот проступят чернобокие корабли ахейцев, идущих к Трое, и в голове сами собой всплывают строки Мандельштама. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клич в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена? Что Трое вам одна, ахейские мужи. И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, ветистое шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Я в самом сердце Ликии. Весь этот изрезанный берег — арена великих войн и долгого пути домой царя Одиссея. Он вполне мог проходить мимо этих скал, а быть может даже стоял на этом самом утесе, на который сегодня я роняю яркую краску с моей палитры. Да чего же прекрасно побережье Средиземноморья. Сколько в этом воздухе романтики и свободы. Короче, упал. Я побежал за камерой и все упало. Надеюсь, там... Ну, картина вроде целая осталась. Картина целая. Но ветер уже зовет меня дальше, туда, где закаты тонут в раскаленных песках. Когда я прилетел в Марокко, Сахара была где-то там, за Атласскими горами. Но я чувствовал ее дыхание в лицах прохожих. В их осанке и спокойном взгляде живет память предков, которые веками пересекали пески караванами, груженными золотом и слоновой костью. Ночными переходами под звездным небом раздавались тягучие напевы Аль-Хида, задававшие ритм уставшим верблюдам. В этой стране моим домом стал Танжер. Я писал длинные белоснежные улицы Медины, которые упираются в крутой обрыв над Гибралтарским проливом. В ясную погоду с него был четко виден берег и холмы Испании. Затем я отправился в небольшой портовый город Эссуэйра. Большую часть своего времени в Марокко я провел именно здесь, на загадочных дюнах по обе стороны города, растянутых вдоль Атлантического океана. В воздухе постоянно висит соленая морская пыль, а в палитре правит выжженная охра. Ветер здесь не утихает ни на миг, он несет колючий песок, который режет глаза и смешивается с краской прямо на холсте. Но стоит уйти вглубь, в пустошь Магадора, как пейзаж преображается. После дождей пересохшие русла рек внезапно оживают, и вчерашняя пустыня покрывается ковром молодых зеленых побегов, среди которых пасутся любопытные дикие верблюды. Этот город пропитан творчеством. Музыка льется из каждой улицы Медины. Для меня живопись неразрывно связана с музыкой. Густые, темные пятна – это глубокие басы, а светлые – блики, звенящие высокие ноты. Пора ехать дальше. Я покидаю Марокко, возя с собой десятки холстов.
Впереди новая страна и другой свет. Для меня кругосветный пленэр – это жанр в искусстве, в котором я чувствую себя по-настоящему счастливым. Приключение, которое имеет смысл. Я знаю, что живопись влияет на нас почти физически. Правильно подобранный холст способен менять само ощущение комнаты, менять состояние того места, где он находится. Картина, написанная на пределе чувств, продолжает отдавать эту энергию свободы. Мой путь продолжается. Я собираю состояние от северных льдов до африканских дюн, и каждая моя работа – это рассказ. Живой и честный рассказ о пережитом восторге.